Добрый вечер, дорогие друзья. Демократия– это когда могут голосовать дураки, а диктатура– это когда правят дураки. Сегодня гражданин Лукашенко пообещал закрыть частный бизнес с 1 января. Выпустил суперпропагандистский ролик, где просто кроме смеха и криков и смайликов со слезьми невозможно это комментировать, но мы обсудим. И нарисовал впервые за 10 месяцев четырехзначное число в количестве заболевших от проблемы, которая мучает весь мир. Давайте это обсудим. В это воскресенье на митинге народовластия, при всех разговорах, что митинг сдулся и никого нету, только в Минске задержали больше 1000 человек. И в очередной раз было все очень жестоко. Очень жестоко. Люди избиты в больницах, поломаны руки, ноги. Но людей это не пугает. И диктатор очень сильно понимает, что на сегодняшний день главный костяк – это люди с образованием, это люди умные, это люди, которые себя уважают, которые на мир смотрят современно и понимают, что на дворе 21 век. И невозможно из одного урода чувствовать себя вечно скотом. Когда объявили забастовку, очень сильно в первый день поддержал частный бизнес. Очень многие компании закрылись. При этом писали просто: у нас сегодня санитарный день, у нас техучет, у нас еще что-то. Но они поддержали забастовку народного ультиматума. После этого из всех очень сильно начали щемить. Сейчас вроде как уже всех открыли, но при этом накатали сумасшедшие штрафы. В среднем там из тех цифр, что я читал, где-то $1000 на предприятие выписали. И диктатор понимает, что надо этих умных людей зажать, а лучше выгнать из страны, защемить или разорить. Но не понимает, как на это воздействовать постоянно. И сегодня он сделал следующее заявление. Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен. Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ну, ладно, мы разберемся по отдельным направлениям, но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны. То есть совершенно понятно, что это идет месть частному бизнесу за то, что у них взгляды на жизнь отличаются. И обратите внимание, до 1 января должны сделать, а рекомендации только придумайте и сделайте. То есть, по сути дела, в декабре скажут: правила игры вот такие, вот вам внутрь компании какое-то инородное тело, через которое мы хотим давить вам на бизнес.
А если вы не соглашаетесь, то валите из страны, закрывайте бизнес. У нас везде будут только колхозы и совхозы. Фикцию сделать, наверное, не дадут. Ну, я думаю, что это должно сплотить еще больше людей, так как практически все предприниматели – это талантливые люди, которые рисковали и чего-то в жизни добились сами. Мы не берем тех бизнесменов, которые бывшие чиновники, наворовали денег и потом скупили какие-то бизнесы и теперь великие предприниматели. Смотрите, Лукашенко вообще забыл про гордость Белоруссии, про IT-бизнес. Уже более 10 компаний переехало к нам на Украину, в Украину. В том числе Wargaming офис перенес. Более 10 компаний уже переехало в Литву. Литва под это дело сейчас имеет 80 заявок от 80 компаний. И специально вносит изменения в законодательство, потому что у них строгое законодательство по борьбе с отмыванием денег и тому подобное. И так просто и быстро переехать не получается. Чтобы облегчить участь айтишников. Ведь это для страны самый гениальный бизнес, который зарабатывает не лопатой в поле килограмм картошки, а сидя на одном стуле может произвести 10 тысяч тонн картошки для страны. Но этот идиот, он еще живет там, в своем колхозе. И для него страна колхоз. И он совершенно не выступает в защиту бизнеса. Он хочет, чтобы было все государственное. Его абсолютно не интересует, что предприятия нерентабельные. Люди ж получают зарплату. Пусть маленькую, но получают. Я еще кредитов наберу на страну. Только финансовые институты у него остались в одном лице. Где точно так же у соседа максимально все скупается и уходит в так называемый госсектор. 60% экономики. Легче управлять страной. Ты весь попадаешь в зависимость. Дальше он сегодня человек, который не признавал болячку мира и предлагал совсем даже недавно лечиться сыром от нее, белорусским. Он, если вы посмотрите графики, в мае Беларусь подошла четко. 950, 970, 980, 970. Так держалась неделю-две. Потом летний пошел спад, как во всем мире. Выше 1000 ни разу не нарисовали. Сейчас точно такая же вверх была лесенка. И ровно 12 дней, не знаю, как правильно, Минздрав Беларуси держал цифру, опять же, 970, 980, 970. То есть вот прямо больные, как по расписанию. И тут вдруг сегодня нарисовал 4-значное число. Я абсолютно уверен, что плавно готовится следующий сценарий. Если избиения, запугивания на людей не влияют, то он введет официальный запрет. Он как цифры может не дорисовывать, то потом может их нарисовать очень большими. И сказать, во всем виноваты протестующие. Вот я вам говорил не гулять. Вы уже 3 месяца гуляете.
А теперь вы нагуляли, что вся страна болеет, и из-за вас такие проблемы. И запретят проведение в связи с тем, что пандемия. Ковид – это не медицинский термин. Это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня, это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир. Вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики. Наши же протестуны и беглые особенно, которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного, не возьмут они Беларусь тепленькой. Мы выстоим, но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, до людей надо доносить, до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое. И тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство. Все зависит от нас. Не хочу говорить о том, что он сказал в начале, но в конце четко видно, что экономика сыпется, и он это чувствует. И, как обычно, всех просит затянуть потуже пояса. А голодный бунт – это самый страшный бунт. Очень, честно, меня удивляют, насколько сильно запугали шахтеров. Ведь если встанут государственные предприятия, режим исчезнет за 2 недели. Если каждый поговорит со своим другом, со своим близким, и на один день все дружно решат заболеть, пусть даже этой болячкой. Но если протестующих выходило по 100-200 тысяч, у каждого по 20 знакомых, близких, да пусть каждый уговорит одного, второго, третьего, 600 тысяч не выйдет в один день на работу, но Лукашенко больше не будет существовать. Но сегодня вышел суперпропагандистский ролик. Я бы хотел, чтобы мы немножко улыбнулись, а не только грустили. Потому что те методы, которые они применяют, чтобы агитировать людей, эти сумасшедшие даже не понимают, что это абсолютно вызывает обратную реакцию. Когда людей затаскивают в военкомат и всех заставляют делать следующее. Саня, о чем вы говорите? Мы говорим о том, что происходит в нашей стране. Мы все сказали громогласным словом, и выбор наш, он непоколебим. За нашу Родину, за батькову основу, которую в обиду не дадим. Не по пути нам с теми оказалось, то дедам нашим в спину нож. На площадях своих уж заигрались, вояков непонятных молодежь. Воздергивают за нитки кукловоды, чуть расслабляют и опять к себе. Под маской свободы суть врагов, которые и вас зовут к борьбе. Какой борьбе? Ответьте, люди, братцы. Что нам делить? Страна одна для всех. Наоборот, мы все должны стараться в единстве жить без внутренних помех. Ну нет вам разрушать, куда привычные ливневки рвать и баррикады в ряд. Наверное, для беспутных эстетично, когда вокруг бесчинствия и ад. Как мало вас, стучащие кастрюли, всего того, что у белорусов есть. А мы за Родину, и на параде мы в июле, за независимость, за нашу честь. Врагочесцы, своему народу присягнем, и дом свой не позволим разрушать. Плечом к плечу угрозу отобьем. И Родину не позволим отобрать! Это же мамма мия. Я не думаю, что в этом районе полное отсутствие интернета. Я все-таки склоняюсь, что ребят немножко запугали.
всунули в руки бумажку и сказали читать. Особенно, по-моему, по 4 и по 5 видно, что не то, что без выражения читают, а просто быстро, монотонно прочитать, чтобы только меня не трогали. И, как всегда, в конце я говорю, подпишитесь на канал только тем, кто смог досмотреть до конца. Значит, мы на мир смотрим одинаково. Мы хотим, чтобы не было диктаторских режимов. И финишный кусочек видео посвящается медикам. Товарищи, у нас теперь кворум. Предлагаю вызвать врача. Все лучшие врачи у нас в ГУЛАГе. Или в могиле.